Всем огромный привет, дорогие наши модницы! Сегодня у меня в гостях Лейла Шакирова, топ-визажист города Казани, да и не только города Казани, всего мира. Сегодня поговорим на самые здоровские темы, как сделать трендовую технику. Будем показывать мейк, и я буду рассказывать, как работать на губах в перманентном макияже, какие миксы подбирать. Первый мейк у нас будет 3D-техника, как у Оксанки Самойловой. Оксану Самойлову почему-то сравнили на последних видосах со мной, боже мой. Наверное, потому что у нас объемные губы, похожий мейк и красивые длинные черные волосы. Следующая тема у нас будет. Мы решили подобрать и сделать мейк при помощи еще одного топового цвета, который представлен в карандаше Pupa 004. Я расскажу о тонкостях работы в перманентной технике, как это делать в перманентном макияже. Лейла покажет, как это делается на мейке. Самая топовая, вкусная техника и цвет – это розовые пастельные губки, которые мы сегодня тоже сначала сделаем в визаже, и я, конечно же, подберу миксы. Так что мы стартуем. Лейла, я передаю тебе слово. У нас сегодня прекрасная модель. Модель Мария. Всем огромный привет. Первое, что мы с вами разберем, с вами тот самый градиент, который является на самом деле сейчас самой актуальной запрашиваемой техникой в макияже губ. Я буду рассказывать, как это делать с помощью косметических продуктов. Также вы увидите подборку любимых топовых продуктов, которые можете использовать в ежедневном макияже. Алена расскажет, как это сделать в перманенте. Начнем мы с того, что первый карандаш, который я выбираю, я выбрала карандаш от бренда Schuh в оттенке 48. Этот оттенок имеет серо-коричневый темный контур. И с помощью этого оттенка я выстраиваю контурную линию. Дальше я буду уже растушевывать его более светлым оттенком. Да, пока Лейла делает свои красивые дела, я хочу проговорить. Конечно же, получить такие холодные, плотные оттенки очень опасно в перманентном макияже. Я честно скажу, что такая плотность, да, она достижима, но я бы не делала таких поспешных результатов, не давала бы, потому что это не всем подходит раз. Такие техники, они подходят, да, для декоративных девчат. И все-таки, если мы будем подбирать цвет, то мы должны учитывать некоторые аспекты. Довольно-таки темный цвет. Он представлен в компании AP Group в пигментах Nice. Этот пигмент называется Debut, он коричневый. Это самостоятельный цвет, который подходит как раз-таки для того, чтобы вытачивать вот эту вот 3D-технику и делать яркий насыщенный контур, приконтурное пространство и создавать более насыщенные цвета. Вот сейчас Лейла делает этот прокрас. Сразу же хочу проговорить очень важный тоже момент. Немножко по-разному должен производиться мейк, потому что в мейке мы можем выходить за пределы контура, делать любые техники, потому что это можно снять при помощи средства, которое снимает мейк. Но в перманентном макияже один раз мы делаем там вот эту вот технику, и мы ее не сотрем. Поэтому дебют – это пигмент, который, да, выполнит и сделает цвет темным, насыщенным, плотным. Будьте аккуратны, кстати, в работе. Можно разбавлять его основными цветами типа глинтвейна, чтобы не была такая высокая концентрация и яркость цвета. Мы работаем очень аккуратно, последовательно. Можно разбавить цвет при помощи дилуэнта или же более светлого оттенка, но очень плотно укатывать подобный цвет нельзя. Если клиент просит сделать плотно, все равно лучше дайте время на докоррекцию, потому что есть очень важный момент. Смотрите, вот первый карандаш, да, который мы показали, и второй карандаш, который больше похож на пигмент Дебют, он более теплый. Помните о том, что в работе с данным цветом в мейке все карандаши лежат на поверхности кожи. Когда мы используем холодные, плотные, насыщенные цвета, пигмент лежит под определенным слоем кожи. Сосочковый слой дермы мы укладываем. Любой цвет, вот если он даже имеет изначально вот так подобный оттенок, более теплый коричневый, то при заживлении эта история становится довольно-таки холодной. Поэтому учитывайте подбор цвета, это не всегда подбирается под карандаш. Важно учитывать цвет кожи, с которым пришел клиент. Помним о том, что вся эта история залегает у нас глубоко под кожей. Поэтому любой цвет будет становиться холоднее. В мейке мы можем выходить за буйки, как говорит моя подруга. Давай накрасим губы мне за пределы контура. Да, это красиво, да, это классно, здорово, но когда, представьте, если мы будем это же исполнять в перманентном макияже, то это фатальная ошибка. То есть это будут некрасивые губы. Если здесь есть мейк, здесь есть косметика, то представьте, темным цветом мы
выходим за пределы красной каймы. Этот цвет становится еще холоднее в смешении с меланином кожи, который находится за пределами красной каймы. И эта история выглядит порнографично. Поэтому я бы такого не делала. Будьте аккуратны, будьте прям вот аккуратны в работе с темными цветами. Это очень важно. В макияже губ я могу себе позволить выйти за контур, но здесь я хочу дать небольшой совет. Когда вы выходите за контур, старайтесь это делать только в центральных участках. То есть мы можем буквально выйти за контур там по именно не цветовому контуру, а по объему наших губ. А уголки губ мы стараемся делать строго по контуру, потому что если мы будем выворачивать губы в этой части, у нас будет большой рот, а не пухлые губы. Нам это не нужно, поэтому стараемся основной акцент делать на центральных участках. Помните, когда я делала разборы буквально недавно в предыдущих видео, да, разборы мастеров перманентного макияжа, там я как раз-таки говорила вот про эти ужасные участки, которые почему-то все мастера выворачивают. Еще один совет всем начинающим специалистам: смотреть визажистов, которые красят по всем трендовым канонам. Это очень важно, потому что они, модники и модницы, они могут все что угодно нарисовать на лице. И самое главное, вот топы, они действительно, делают тренды и делают это довольно-таки качественно. У них стоит учиться мейку и всем трендам и применять их грамотно в перманентном макияже. Вот эти бугры, вот такие бугры, это ужасно, это называю некорректный рот. Поэтому такого делать нельзя. Вот как раз-таки с углами я здесь соглашусь, а в перманентном макияже считается вот прям ошибочно выходить вот настолько за пределы контура. После того, как я выстроила форму с помощью темного карандаша, я добавляю цвет, который будет являться, так скажем, оттушевочным. Здесь я могу посоветовать карандаш от бренда Vivienne в оттенке 01. Либо, как вариант, можно разобрать бюджетный вариант, это Miss 780. То есть с помощью данного карандаша я сейчас по самому контуру веду и заполняю основную часть губ. Техники 3D Lips, вот то, что сейчас делает Лейла, в наших миксах я сейчас буду прям называть цвета, которые прям строго подходят под данную технику, под этот цвет. Вот второй ярус из цвета, который сейчас мы прокрашиваем, да, на нашей модели. Первый цвет, который создаст плотность, такой коричневый нюдовый подтон, это пигмент Драма. Раз. Следующий цвет более холодный, это пигмент Луна. 2. Он прям плотнее гораздо, чем Драма. Он прям насыщенный, дает такой красивый холод тоже, но остается нюдовым. Еще очень здоровский красивый цвет, это цвет Кардинал. Относится тоже к плотным кроющим оттенкам. Всеми любимый цвет Глинтвейн. Эти топчики я прям рекомендую на второй ярус в основной цвет укладывать. Эти цвета можно использовать самостоятельно. Эти цвета любят все те женщины, которые не знаю даже, что хотят. Всегда берите эти цвета. И есть еще один цвет, который более прозрачный, пигмент Флорида. Имеет тот же самый нюдовый красивый оттенок, который можно использовать. Но он не даст вам ту самую плотность. Он больше подходит для тех женщин, девушек, которые хотят натуральные губки. Подтон будет непосредственно такой. Я сейчас, кстати, наблюдаю, за очень важной техникой, которую использует Лейла, это наш карандаш. Да, я очень люблю этот карандаш. Вообще, когда вы рисуете губы, бывает такое, что мы допускаем какие-то ошибки, и чаще всего все делают это консилером, либо там пальцами, как-то в домашних условиях, либо берут какую-то кисточку. Вот такой восковый карандаш, который подходит под цвет кожи, это супер удобный вариант. Он все замазывает, на самом деле, все ваши грехи, которые появились в процессе макияжа. И не только. Просто вот так чуть проходимся. Самое главное, чтобы не оставалось такого белого окоемки, белого контура. Да, кстати, ты видела когда-нибудь на своих клиентах этот белый борт, который остается после остатков перманентного макияжа? Да. Замечала? Да. То есть есть такая техника в нашей индустрии, это дермопигментация. Осветляли пигментацию приконтурную, закрашивали при помощи белого старые остатки перманентного макияжа, что приводило к еще одной фатальной ошибке. Если вы в визаже можете использовать все, что угодно, карандаши, консилеры, кисти, ручки, там еще что-то, тени, то в перманентном макияже, если вы выполняете технику Lip Light, то ваша задача делать это пигментами с мелким диоксидом титана, либо пигментами светлыми для дермопигментации очень хорошего качества, которые со временем не побелеют, и укладывать аккуратно, очень рассеянно, в легкую, осветляя вот эти приконтурные части на губах. Расскажи, пожалуйста, в каких зонах на губах ты используешь вот эту технику? Когда я хожу к тебе на мейк, прихожу, ты выкрашиваешь вот эту часть и где-то сверху, да? Да, я всегда подправляю уголки губ. Это как раз-таки на данном этапе я почищаю
все те продукты, которые вышли за пределы, которые как раз-таки создают нам вывернутый большой рот. Для того, чтобы почистить контур в уголках, также мы можем смягчить лук Купидона и центральную часть губ снизу. А у нас в перманентном макияже это делается, первое, потому что в тех же самых частях возникает гиперпигментация именно в этих участках, либо мастера хотят наоборот вот эти заваленные углы теневые, да, которые спрятаны за складкой, высветлить каким-то образом, ну, то же самое, либо закрашивают остатки старого перманентного макияжа, которые вышли за пределы красной каймы, ну, либо, еще раз говорю, работают вот таким вот образом с тенями и с гиперпигментацией. Гиперпигментация, кстати, в перманентном макияже очень часто встречается, очень многие мастера пытаются закрашивать веснушки, пигментацию, потому что думают, что это реально, но я еще раз хочу напомнить о том, что гиперпигментация – это меланин, залегающий во всех слоях. И когда вы делаете перманентный макияж, высветляете эту зону, не факт, что вы справитесь с перекрытием верхнего слоя темного, потому что при заживлении ваш пигмент будет лежать все равно в сосочковом слое. Верхний эпидермальный слой будет темным через какое-то время, а то и сразу после процедуры. Я остаток просто заполняю губ. И здесь, именно в плане макияжа, что я посоветовала бы сейчас, тенденции в 2024 году не глухо-матовые оттенки на губах, а именно те цвета, которые являются либо с сатиновым, с финишем увлажняющим, либо с блеском. Поэтому я просто слегка, чтобы убрать сухость губ, нанесу помаду кремовой текстуры, не жидкой матовой, самофиксирующейся. Какие продукты здесь я могу посоветовать? Это помада от бренда Kiko в оттенке 401. Это помада от бренда Belor Design в оттенке 60. Также я могу посоветовать помаду от бренда Manly Pro номер 4 и Dior номер 100. Я нанесу это на внутреннюю часть губ, слизистой, чтобы дополнительно высветлить оттенок и немножко саму текстуру кожи губ подвыровнять визуально. Все то же самое, что и в технике 3D Lips. Я проговорю, какие цвета мы используем на этот третий и четвертый ярус работы слизистой, и проговорю тонкости укладки пигмента. Первый цвет, который мы можем использовать, это пигмент Blood из коллекции плотных кроющих пигментов. Дальше пигмент Lella, который имеет более розовый оттенок. Здесь вот он больше кремовый, это больше Blood. Вот прям на модельке этот цвет Blood. Но Blood, он очень-очень светлый, будьте аккуратны в работе. И еще один цвет можно использовать Sense, он будет еще плотнее, еще розовее. Sense можно смешивать с корректором цвета, который называется Melissa. В чистом виде корректорами с огромным количеством диоксида титана работать нельзя, прям табу. Единственное, вы можете аккуратно рассеивать, высветлять центральную часть губы. Лейла не делала этим цветом там в углах рта, только центральная часть, и именно так же я бы все-таки проговорила, мы работаем с светлыми пигментами, со светлыми цветами и создаем те же самые красивые рисунки на губах. Это объемные губы, это красивая трендовая техника, ее буквально недавно я показала в Инстаграме, и все начали это пробовать. Это тренд, это прям топ топов по запросам в моем Инстаграме. Сделайте мне губы 3D техники. И это стопроцентный запрос, потому что все ходят к визажистам, у визажистов это тоже тренд. Ну и перманентный макияж при знании хороших трендовых технологий и хороших пигментов можно, собственно, реализовывать и делать на наших клиентах. Ну и да, у нас есть такой курс 3D Lips, где есть несколько моделей с подобным мейком, с выходом за пределы контура. Я там говорила, кстати, прямо в мастер-классе. Есть такой запрос у девушек, у женщин, которые категорически против объемных губ, которые создаются при помощи филлинга, при помощи увеличения губ. Есть девчонки, которые прям просят вот такой макияж. Его мы примерно выполнили, не так, конечно, интенсивно, как в данной технике, но там я прям продемонстрировала, как выходить за пределы контура, как работать на коже, поэтому ссылку уже внизу, можете смотреть и учиться вместе с нами. Единственное, что можно изменить как-то форму губ, но здесь нужно уже обращаться к каким-то ярким цветам, типа красный или темный. У нас сейчас будет пигмент карандаш Pupa 004, это тренд. И я хочу сразу же такую поправочку дать. Очень много девчат не могут красить симметрично губы. Давай какие-то такие советы элементарные дадим. Сейчас задаваем вопрос. Как ты губы красишь? Покажи. Чем ты красишь губы? Расскажи. А что это такое? А как это? То есть это прям топ вопросов тоже, ну таких бытовых, да, которые девчонки задают. Давай какие-то советы дадим, как накрасить и сделать губы симметричными. Потому что знаешь, как красить же? Вот так? Да. Вот они вот так красят. Это сверхспособность.
Сверхспособности накрасить асимметричные губы. Всегда, когда мама раньше губы красила, вот так. И бабуля красным. Я всегда говорю: да как ты их попадаешь? Она говорит: ну, талант и опыт не пропьешь. Это любимый карандаш Алены. Это любимый карандаш, на самом деле, очень большого количества женщин. Мне кажется, Пупа просто там Кайфует вот так вот. Да. Самое первое, что мы делаем, нам нужно остатками тональной основы протонировать всю зону губ. Когда мы выравниваем всю зону, это то же самое, когда мы выравниваем холст перед тем, как рисовать. Поэтому у нас у всех в целом бывает асимметрия. У нас в целом все части лица симметричных идеально людей не бывает. Когда мы хотим что-то подправить на губах, если у нас не будет протонировано общим слоем изначально эта зона, будет сложнее рисовать. Второе, это то, что когда вы рисуете губы, я стараюсь делать это по секции. Первая секция — это галочка губ. Как раз таки здесь мы можем визуально немножечко выйти за контур. Желательно сделать эту галочку губ сразу с одной стороны. Делаешь такие движения. Барашки их называют. Да, барашки. В перманенте мы их тоже применяем. Барашки крутят, смотри-ка ты. Я так делаю, потому что это карандаш гелевый. То есть он сам по себе очень устойчивый. Поэтому, соответственно, когда вы рисуете и создаете им форму, очень важно не зевать, потому что гелевые продукты, они быстро засыхают и фиксируются. Я думаю, что у меня такие сгустки? Из-за того, что продукт застывает, мы наслаиваем, и цвет еще плотнее ложится на те участки, на которые мы повторно наносим. Я сделала по центральной части губ сверху. Сразу же намечаю объем снизу. Здесь можно немножко попросить либо улыбнуться, либо немножко поджать к себе губы, потому что если сами по себе губы очень вывернуты или они являются объемными, тяжело подобраться к этой зоне. Мы наметили верх и низ. Как и в перманентном макияже, то же самое, неподвижная зона, очень часто скрыта от глаз наших, и в процессе работы мы так берем там либо пальчиком в перчатках, выворачиваем ее так, чтобы это поле было зрительно нам в доступе. Сейчас Лейла накрасит губы до конца этим карандашом, чтобы вы полюбовались этим красивым цветом, трендовым, холодным, розовым его называют, прям пыльная роза иногда, плотная, насыщенная. Не все знают, что карандаш 004, но все смотрят на этот цвет на девчатах и всегда говорят: что это такое, расскажи, что это за карандаш. Всегда, когда он у меня накрашен, мне девчонки пишут в инстаграме: расскажи. Кстати, это вот раз мой любимый карандаш, следующий карандаш, топ мой, это Романова, самый светлый карандаш, которым я за буйки крашу. Шу 48, самый красивый цвет, холодный коричневый, в котором я выделяю как раз-таки контур с целью того, чтобы сделать прям такой насыщенный, яркий макияж губ. После того, как я наметила центральные части, я прорисовываю уголки строго по контуру. И после того, как я уже заполняю остальную часть и форму губ, я всегда работаю движениями от уголков к центру. За счет этого мы понимаем, что наша траектория будет точно верной, мы не ошибемся и не выйдем за контур, особенно вот в этих участках, которые являются наиболее опасными. Очень многие, когда нарисуют эскиз, они начинают сначала центр закрашивать, потом начинают двигаться от одного угла наверх. Ну, видимо, у всех ход мыслей по-разному, ум работает по-разному, и поэтому действия оказывают все абсолютно разные. Здорово, прикольно, это очень сильно расширяет, потому что твой опыт, он ценен и работает для тебя, и я думаю, что я тоже буду это применять. Спасибо огромное. А я проговорю про то, что Пупа 004, пигмент, который наша компания совместно с Аленой Пестовой и с нашими технологами разработала, это пигмент Медуза. При работе медузы, особенно если вы ее плотно укладываете, она вам даст прям такой же цвет. Нужно постараться и уложить. Если вы там делаете в 2-3 прохода, этот цвет будет такой холодный розовый, красивый, такой грязный розовый. Но вот для этой плотности иногда этого не хватает. Поэтому, что бы я порекомендовала, если вы бьете точки и хотите сделать в 2-3 прохода там свои красивые губы, я могу порекомендовать работу в смешении с еще одним цветом, с цветом дебют, который даст этот холод и грязь. В соотношении, там, допустим, 5 капель медуза, 1-2 капли дебюта. Вот такой микс, он даст вам ту самую грязь, которую дает этот карандаш. Я грубо говорю, но это действительно очень грязный, холодный розовый оттенок. Эти цвета используются по запросу, особенно если вы их укатываете в тотал. Плотно, так насыщенно. Будьте аккуратны. При подборе цвета очень важно понимать сяй-код,
плотность цвета, цвет кожи клиентов и, главное, их запрос. Будьте очень аккуратны и очень внимательны. Если есть вопросы, лучше задавайте их в общем чате в телеграм-канале. Компания AP Group, у нас там 8000 подписчиков, мастера перманентного макияжа, делятся опытом, поэтому прям go туда, ссылку прикреплю внизу. А сейчас я добавлю помаду Кисточкой, да, пользуешься? Да, кисточкой пользуюсь от бренда Nice AP Group. Нанесу немножко во внутреннюю часть, буквально чуть-чуть, чтобы растушевать. Я также слегка этот оттенок, он немножко чуть отличается, посветлее. Я это делаю с той целью, чтобы этот цвет чуть-чуть смягчить. Если хочется, чтобы этот макияж губ был более однотонный, можно положить этот карандаш полностью по всему пространству. Я, когда делаю помаду, я потом еще сверху вот так подтушевываю карандашик. Но все равно центральная часть остается высветленной. Слегка, да. Чтобы это сделать в перманентном макияже, я рекомендую использовать для прокраса и высветления центральной части очень красивый холодный розовый оттенок, который называется Rose Bar. Прям сохраняйте себе, это классная штука, очень красивый цвет, он используется в самостоятельном использовании и для красивого омбре на губах. Вот в данной технике, которую сейчас Лейла нарисовала. Такая красивая у нас модель. Но то, что за буйки выходит, это очень красиво. Я вообще кайфую. Но это мейк. Очень многие девчата просят выходить за пределы контура. Это очень опасно, это очень чревато. Я всегда говорю, так, иди пиши договор о том, что ты несешь ответственность. Если ты хочешь, я такое сделаю, потому что я это могу выполнить. Но всегда аккуратно, всегда обязательно с коррекцией процедуры. Хоть я и люблю это делать без коррекции. Но всегда рекомендую делать коррекцию. Это второй топ, да? Да. Один из самых запрашиваемых также макияжей губ, поэтому можно наблюдать на нашей модели. А еще у нас сейчас будет третий цвет, но я все-таки задам вопрос. Еще два тренда, которые ты говорила ранее, когда камера не была включена. Это блеск и красные помады. Да, в макияже губ сейчас какие у нас наблюдаются тенденции. Первое, это сейчас все очень любят именно натуральные, сияющие, глянцевые, такие джуси губы. Мне объяснили, что вы, конечно, это создать не можете, но макияж сейчас это актуально. Поэтому на заметку вы можете взять. Достаем все блески, которые создают эффект стеклянных губ, и пользуемся. Например? Здесь очень хорошо подойдет блеск, мой самый любимый блеск от бренда Manly Pro номер 3. Он имеет цвет, очень похожий на технику, которую мы выполняли первый раз. Это более коричнево-бежевый оттенок, очень дорогой, красивый цвет, который также является одним из самых запрашиваемых оттенков. Если мы говорим, например, про блеск на таком макияже губ, то здесь классный бюджетный вариант также подойдет Divage 03. Он практически точно такого же цвета, как сейчас губы нашей модели, но имеет тоже красивое лощеное сияние, которое является сейчас трендовым. И второй тренд, который сейчас прослеживается, это эффект зацелованных губ, который создается чаще всего тинтами, либо какими-то красноватыми оттенками на губах, и у нас там вообще отсутствует четкий контур. То есть мы прорабатываем внутреннюю центральную часть слизистой, очень размыленную, растушеванную верхнюю границу и нижнюю границу. Это все либо остается матовым, либо заливается блеском. Это корейцы очень сильно. Да, это сейчас очень актуально. И в перманентном макияже, кстати, тоже есть эта техника. Да? Я покажу видео, где действительно делают при помощи красного цвета, при помощи красного такого яркого алого оттенка центральную часть закрашивают. При контур и контурное пространство вообще никак не трогают. Мне самой очень сильно близка эта стилистика. Даже года 4 назад я всегда себе так крашу губы и также красила своим моделям. И только, наверное, вот в этот год клиенты начинают понимать. То есть до них чуть подольше это доходит. И сейчас, мне кажется, именно среди всех это на пике. Как ты считаешь, кто задает моду в мире по мейку? У нас, на самом деле, в России очень сильные мастера, но трендсеттерами, мне кажется, являются больше Соединенные Штаты и, как ни странно, Израиль, Германия. В бразильских странах появился такой тинт, который держится длительное время на коже. Мы сейчас как раз работаем над продуктиком одним. И я хочу сказать, что появился именно в Бразилии, я думаю, в связи с тем, что у них очень темные губы, они вот как раз-таки используют эти тинты, которые длительное время держатся и которые прям вот, насыщенные яркие цвета. Да, как раз-таки с помощью таких тинтов и делается эта трендовая техника. Мы переходим к третьему цвету. Часто очень спрашивают девчата, и сейчас будет пастельный розовый оттенок, который мы сначала накрасим, а потом я поделюсь миксами в работе, которую использую я. Работает очень сильно с Лейлой.
Обязательно подпишитесь на Лейлу Шакирову. Она делает красивые такие работы. Скоро, кстати, будет видео, как мы там вот эту штуку, как его наносили, да, вот этот вот красивую пленку. И если вам интересен этот урок, вы обязательно должны написать много комментариев здесь, подписаться на Лейлу, и мы пришлем вам эту технику по созданию красивого глиттера. Глиттера на лице и на теле. Я беру карандаш от бренда Shu. Номер 49. Этот оттенок практически подходит абсолютно идентично к ее цвету губ. Он является очень натуральным, и это прекрасный вариант для тех, кто вообще не привык как-то оформлять губы, чтобы это было комфортно на повседневной основе. Он выглядит очень натурально, свежо, и это тот вариант, который, например, подходит девушкам, которые не готовы на пупу 004, которые не готовы к темному контуру, а привыкли к классике. Я сразу же хотела задать вопрос. У меня созрел очень здоровский актуальный вопрос на тему того, что делать с карандашами, которые чуть-чуть пересохли. Есть какие-то лайфхаки по оживлению вот этой вот текстуры основы? Потому что очень часто у нас там девчонки, которые не точат карандаши, но они же пересыхают, есть же у них такое свойство. Что-то можно с ними сделать или нет? На самом деле здесь два варианта развития событий. Карандаши у нас делятся на восковые и гелевые. Если просох гелевый, а чаще всего это очень устойчивая текстура, и она просыхает полностью стержнем. То есть если оставить пупу 004 на пару дней, то он полностью просохнет весь стержень. И помрет? Все. Но если речь идет о восковых карандашах дереве, например, который мы сейчас используем, вы можете вообще его даже без крышки хранить, с ним вообще ничего не будет. А так по оживлению какие-то именно суперсредства. Ну просто наносить на кремы какие-нибудь. Это не работает, это просто байт. Просто заново затачиваем его и начинаем использовать. Да. Продолжаем использовать. Очень часто просят такие нежные пастельные оттенки. Мастера начинают работать, а потом говорят: фу, какой некрасивый цвет. Потому что выбор обусловлен вот такой вот простой. У нее есть запрос. Клиент тычет палитру пигментов, мастер выбирает, начинает работать на ярко-красной кайме. Что происходит дальше? Высветление контура, приконтурного пространства, это неправильный подбор цвета. Очень много об этом нужно, реально о цвете знать, о том, какие строения губ бывают. Обязательно пишите в комментариях, если вы встречали такую ошибку, если сталкивались с такими ситуациями, более подробно буду обязательно в следующих видео рассказывать. Я хочу сказать о том, что светлые оттенки подходят в перманентном макияже тем женщинам, у которых светлая красная кайма. Это просто очень светлые губы. Вот ненакрашенные губы у Лейлы — это довольно-таки яркий, насыщенный цвет. И если я возьму, допустим, на Лейлу пигмент Blood, он просто сделает ничего. Это просто история с порнографией. Вот То все. же самое, что я сейчас возьму вот этот карандаш и нанесу себе. У меня будут просто белые губы. Да, он будет на ее коричневой загорелой коже просто бесполезным. То есть такое ощущение, как будто бы она нанесет тональное средство. И в перманентном макияже эта история тоже работает. Если вы выбираете подобные оттенки светлого цвета на светлой кайме, то выбирайте пигмент Blood. Это прям тот пигмент, который создаст вот именно такой оттенок. Насыщенный, красивый, нежный, пастельный. Но если у клиента губы, допустим, такие, как у Лейлы, то я рекомендую использовать пигмент Глинтвейн, смешанный с Бладом 50/50. И цвет будет прям вот вкусный, красивый, такой же коричнево-розовым подтоном светлого оттенка. И тогда будет стопроцентное попадание. Вы должны помнить о том, что в принципе все пигменты делятся на яркие красные, плотные, насыщенные оттенки, средние нюдовые коричневые оттенки при заживлении не будут яркими, насыщенными, совсем светлыми, пастельными. Все. В принципе, как и в мейке. Я думаю, там никаких других оттенков в принципе не бывает. Я сейчас немного добавлю более свежего оттенка на губы. Я не знаю, делаете вы именно так или нет. Но чтобы добавить розовинку, я возьму такой розоватый оттенок помады от MAC, который называется Please Me, и нанесу его чуть-чуть на зону внутренней части губ. Это очень хорошо освежает наш макияж. А в перманентном макияже это называется, этот пигмент из палитры Nice, из плотной палитры Rose-Bar. Прям точь-в-точь, стопроцентное попадание. Розовый такой, красивый, кукольный, недешевый оттенок. Да. Богатый такой, не заезженный. Он подходит всем абсолютно. И центральная часть такая вот будет максимально свежая. Кстати, эта же история идеально подойдет на румяна. Да. Когда у тебя только одна помада, такой чик-чик-чик-чик-чик-чик. И Rose-Bar круто подойдет тоже в технике румяна. В
перманентный макияж. Такой тоже делается, да. Лейла, кстати, представитель моей модели, у которой набиты веснушки. Это ее был запрос сумасшедший, как сделано минеральными пигментами. Этот курс тоже есть внизу по ссылке, можете его смотреть. Я думаю, что мы вам классную историю рассказали и показали. Я раз и навсегда закрою вопрос, да, потому что использую я и что я очень сильно люблю. Единственного карандаша, которого здесь не было, это карандаш Романовый, который я использую. Я обязательно тоже его сюда в видео сейчас прям прикреплю. Смотрите, чекайте, и всех сюда буду гнать у тех девчат, у которых будет вопрос на тему того, что же накрашено на твоих губах. Все, что мы сегодня рассказали, все использую лично я в домашнем уходе. А если вам понравился такой формат, обязательно пишите кучу комментариев, ставьте лайк. Конечно же, подписывайтесь на наш канал, переходите на Лейлу. С вами была Алена Пестова, Лейла Шакирова, прекрасная наша моделечка, за что спасибо огромное. В общем, вот такой был выпуск. Я думаю, что это очень здоровский формат. До скорых встреч. Пока-пока.